Привет, друзья! Сегодняшняя тема нашего рассказа – герой Авалон. Да-да, именно тот самый Авалон, который постоянно что-то кричит про какого-то Сильвера. Пират, что ли? For Silverwing! Шучу. Long life Silverwing. Долгая жизнь Сильверингу. Авалон – наследный принц павшего королевства Сильверинг и, соответственно, постоянно вспоминает его в своих репликах. Мы еще поговорим об этом позже. Ну что же, присаживайтесь поудобнее и начинаем. История появления героя. Итак, сначала немного истории. Авалон в игре. Авалон – базовый герой игры. Это означает, что мы получаем его буквально в самом начале игры. Даже на заставках игры Авалон присутствует в обязательном порядке. Этот момент уже несколько раз меняли, но смысл остался прежним. В начале игры нам дается на выбор два героя. Раньше было три – Авалон или Аврил. Практически сразу по мере обучения нам повстречаются и другие базовые герои. Оставшихся базовых можно добрать в зеркале, и уже остальных добирать постепенно из сундуков. Я специально делал на сайте гайд по игре для новичков. Кому интересно, вот ссылка. Авалон в истории игры. А вот история появления героя Авалон в игре более интересная. На самом деле ее уже несколько раз переписывали, и то описание, что сейчас находится в карточке героя, очень сильно отличается от описания первоначального. Это в принципе относится и ко многим другим героям. Их досье и подноготную потихоньку подчищают. Ну как обычно. Авалон – наследный принц королевства Сильверинг. Что у них там стряслось, восстановить уже очень трудно. Про историю в игре буду делать отдельный обзор. Пока лишь скажу, что в королевстве случилась беда. То ли напали враги внешние, то ли случилась заварушка внутренняя. Понять, повторюсь, очень сложно, а информации практически нет. Причем сам Авалон в это время отсутствовал. В официальных видео эта тема показана очень вскользь, но примерный смысл понять можно. Брат с сестрой рано осиротели, и занимались ими уже их наставники, а не родители. Авалону больше по душе были военные истории, тогда как его сестра Елена больше тянулась к исследованиям. На момент начала повествования Авалон был то ли в военном походе, то ли в исследованиях, уже не суть важно. Важно то, что в его отсутствие произошел переворот, и власть в королевстве была захвачена. Как уже упомянул, у Авалона есть сестра Елена, также героиня игры Art of Conquest. И если бы не пришедший ей на помощь капитан Королевской гвардии Верион, еще один герой игры, она бы однозначно погибла от рук мятежников, так как была на тот момент совсем еще ребенком. Между прочим, несостыковка в игре, так как Авалона с Еленой сейчас показывают примерно одного возраста. А вот братец на помощь так и не заявился. Не буду наговаривать, вполне возможно не успел или не получил вестей. Я еще буду снимать и говорить об этом. В результате всех этих потрясений королевской семье пришлось бежать из королевства Сильверинг и искать пристанище в новых землях. Ими и стали земли, на которых разворачивается действие игры в настоящее время. А в путешествии к ним присоединились и другие герои игры. Это и волшебник Ган. Он втихаря присматривал за королевскими отпрысками и не позволил им сгинуть во время пути. И Вега, и Гримс, и другие герои. Острова же Дрейк и Сет появились совсем недавно. Их можно считать скорее картами для приключений. Основная же карта игры – наш материк. Ну что же, довольно истории. Давайте рассмотрим героя Авалон более детально. Статы героя Авалон. Чехарда со статами. Здесь очень важно понимать, что класс этого героя – генерал, General. Класс генералов не предназначен для боя самолично. Если ваш генерал рвется в атаку, это плохой генерал. Накажет себя самостоятельно, геройски полягнув, погибнув в бою и, соответственно, подставив все свое войско. Задача генерала абсолютно в другом – руководство и усиление войска и героев. В нашем случае ауры. Вообще, как убедился, очень многие игроки имеют весьма слабое представление о самом понятии аура героя в игре. И это плохо, так как игра тактическая. Здесь все как в шахматах. Не будете думать и просчитывать хотя бы на пару шагов вперед, проиграете.
И, пожалуйста, давайте без обид. Я сейчас говорю не за всех. Конечно же, есть замечательные русскоговорящие тактики, но общую статистику вижу достаточно показательную. Итак, как видите, что здоровье, что атака у нашего Авалона достаточно посредственные. Что и неудивительно. Задача героя не сражаться самостоятельно, а усиливать и воодушевлять имеющиеся в наличии войска. И вот с этим герой справляется на отлично, что и объясняет нахождение его практически в любом сетапе среди всех рас. Исключение составляют лишь антагонисты игры – личи. Там Авалон не так полезен, хотя некоторые его ауры прекрасно работают и на нежить. Еще одной особенностью именно Авалона, и в этом его неплохое отличие от остальных героев, что для него критически важно только лидерство, только оно. Для первого заклинания необходима сила, но я не рекомендую его использовать, мы поговорим об этом чуть позже. Лидерство и только лидерство. В самую первоочередную очередь. Уж простите за тавтологию, вбухивайте все имеющиеся у вас в наличии карты лидерства именно в Авалона. Подняли на ваш возможный максимум, можно переключаться на других героев, но Авалон всегда должен быть в приоритете. Остальные параметры нужно поднимать, естественно, тоже. Этим вы поднимете статы всего вашего войска. Но приоритет именно для Авалона – лидерство. Кстати, замечание. Если решите заменить скин Авалона на ночного охотника, будьте готовы к тому, что сменится и цифра у скиллов. Тут та еще чехарда. Лидерство и сила поменяются местами, причем даже после смены скина на обратный вид цифры назад не вернутся. Это, конечно же, баг или глюк, называйте как хотите, просто имейте в виду. Обратите внимание, китаец явно сменил скин Авалона обратно, но цифры остались прежние. Сила и лидерство поменялись местами. Базовые же статы для героя 50 лидерства и 30 базовая сила. Эти цифры одинаковы для всех генералов в игре. Ну что же, обмундирование, акашмут. На самом деле, действительно достойных сетов для Авалона на сегодняшний день всего два. И я не говорю сейчас об общедоступных сетах. Первый сет, который доступен генералам, это сет для осад. Ну, во-первых, осады не так уж и чисты, а во-вторых, польза от рекомендуемых ниже сетов во много раз перевешивает. Поэтому всеми силами нужно стремиться одеть героя как следует, так как лицезреть его будете практически постоянно. Поэтому и отдавать ему нужно лишь самое лучшее. Вот, идеальный сет для героя. Давайте рассмотрим его немножко поподробнее. Во-первых, райский клинок. Очень желателен зачарованный до максимального красного значения. Можно выдать и обычный, его характеристики немного поскромнее, но нам важно то, что дает клинок. В любом случае, нужно обязательно стремиться зачинить его до максимума. Все союзные войска. Я подчеркиваю, все союзные войска. Все без исключения. Михи, нежить, магические существа, драконы – все начинают битву с воодушевлением или бустом. Сами понимаете, насколько это важно. Во-вторых, набор Драгонлорда дает ближайшим союзникам щит. Если удар сильнее на 20%, чем здоровье отряда, он блокируется. Говоря простыми словами, очень упрощенно. Представим гипотетическую ситуацию. Мехи, к примеру, стоят, курят и не атакуют, запасясь средствами для пожаротушения, естественно. Если к мехам подойдет, к примеру, Вега и начнет стучать им по кумполу своим посохом, она рано или поздно застучит их до смерти. Слабые удары не блокируются. А вот пятая часть от силы мега-ударов Мака или Валари, к примеру, будет срезаться, так как во много раз превосходит здоровье даже механоидов. Также и с другими сильными войсками и героями будет поглощен весь входящий урон на 20%, что, как понимаете, просто замечательно. Либо можно использовать вот этот набор. 20 секунд, в течение которого не падает дух вашего войска, достаточно длительный промежуток в наших коротких боях. К примеру, в битвах с раканами, для которых воодушевление вообще критически важно, наличие подобного сета может оказаться решающим фактором вашей победы. Если ваша раса люди, то следующая побрякушка должна быть на Авалоне. Рок войны. Побрякушка исключительно эксклюзивна для людей.
работает только на лучников людской расы. Ни сильване, ни гномы, ни другие расы не усиливает. Только для людей и призванных лучников самого Авалона. Получить можно из зеркала со 128 стадии. Затем скрафтить в алхимии и зачаровать до красного значения. Если ваша раса отлична от людей, то побрякушка Рок Войны для вас бесполезна. В этом случае нужно использовать другую безделушку исключительно для Авалона. Знак доблести. Берется подобная безделушка также с зеркала 98 уровня. Нужно также стремиться починить ее до красного значения. Поднимает на единичку значение ауры с аналогичным названием Рок Войны. Все без исключения союзники, находящиеся рядом с Авалоном, получают 140% буст на 8 секунд в начале боя. Говоря простыми словами, атакуют как сумасшедшие, повышает ДПС в разы. Это относится буквально ко всему. Драконы, герои, техника, нежить, войска. Все. Аура просто мега полезная. И последняя безделушка, обязательная для Авалона – Генеральский компас. Усиливает способность Авалона обжигающая аура на единичку. Взять можно со 144 уровня зеркала, скрафтить в алхимии и добить до красного значения. Эта аура работает только на гуманоидов. Это все войска людей, все войска раканов, кроме черепахи, лучники сильванов, стрелки, инженеры гномов. На нежить и магические существа не распространяется. Но для гуманоидов это способность номер 1. Пока Авалон жив, все гуманоиды получают 46% буст здоровья плюс величина командования героя. Повторюсь, пока Авалон жив и находится на поле боя. То есть, возьмем, к примеру, моего Авалона и немного посчитаем. Немного математики. Итак, вооружаемся калькулятором. Общее командование, лидерство моего Авалона равно 170. Нужно учитывать, что для усиления берется не общее число, а именно база героя. Об этом узнал непосредственно у разработчиков игры. Поэтому настолько важно ее поднимать. Базовое лидерство моего Авалона равно 53 очкам. Исходя из этих цифр и считаем. 46% плюс 53 равно 99%, то есть усиление почти двукратное. Теперь давайте перенесем эти непонятные проценты в конкретные цифры. Возьмем, к примеру, моих ганнеров. Это стрелки гномов. Изначальное здоровье моих ганнеров 375,4к или 375 400 единиц. Считаем. 99% это 371 646 единиц. Прибавляем это значение к базовым очкам здоровья. 375,4к плюс 371 646к. И получаем финальные цифры. 747 046 единиц очков здоровья. Неплохо, верно? Здоровье всех гуманоидов увеличено в 2 раза. Именно поэтому сейчас войска людей настолько сильны, так как они исключительно гуманоиды. А ведь у людей есть еще и Верион, и Вега, но мы отвлеклись. Так стоит Авалон того, чтобы находиться на поле боя? Думаю, все-таки да. Не забывайте, что генерала нужно беречь. Если Авалон погибнет, тут же спадет и выдаваемый им буст здоровья со всех гуманоидов. Не только тех, кто находится рядом, со всех. Артефакт. Здесь исходите из того, что вы можете себе позволить. Идеальным вариантом будет, конечно, прокачать справедливость Великого Короля на максимум. Он и создан специально для усиления гуманоидных войск. Но это сложно чисто по деньгам, так как для зачарования требуются особые камни, которые можно получить либо за линари в лавке, либо за реальные деньги из наборов. За линари, через полгода в теории можно прокачать, учитывая, что нужно беречь линари для рулетки, артефактов и на всякий случай. Грустные реалии игры. Можете повесить и вот этот артефакт. Универсальная штука, прокачивается также за особые камни. Призма. Без вариантов вот это. Призма благословения. Ставить ее и только ее. Усиливает атаку и здоровье рядом стоящих союзников. Учитывая, что она сложится собственной аурой Авалона, вещь мега полезная. Постарайтесь взять ее как можно быстрее. Вообще, подобная призма великолепна и для рукопашников, будет полезна в любом случае. Скиллы героя.
мы подошли к следующей важной составляющей этого героя – скиллам. Это то, чем, собственно, Авалон и заслуживает нахождения на любом поле боя. Давайте рассмотрим их по порядку. Итак, Град стрел. Очень полезное заклинание на самом раннем этапе игры и практически бесполезное на поздних. Поливает выбранную область градом стрел, выкашивая слабых противников. Беда лишь в том, что со временем перестает пробивать защиту врагов от слова совсем, становясь практически бесполезным. Как видно из описания, на заклинание влияет сила героя. Я не рекомендую использовать эту способность и тратить на нее драгоценные очки. Лучше вложить их в более полезные скиллы. Призвать лучников. Вот это уже что-то. Полезное заклинание, усиливающее ваше войско. Работает в паре с другим заклинанием Авалона, усиливающим всех лучников. Мастерство лучника. Интересно, что эта способность очень здорово менялась от патча к патчу. В самом-самом начале игры, если помнят алды, Авалон мог вызывать сразу 2 отряда лучников, вне зависимости от прокачки скилла, причем в любое место поля боя. Затем пару патчей вызванные лучники появлялись спереди Авалона, зачастую в тылу вражеского войска, и лишь затем скилл стал работать в современном варианте. Луки появляются сзади Авалона, в арьергарде нашего войска. И их сила и количество зависят от степени прокачки способности призвать лучников. У этого заклинания 2 особенности. Первое. На нее влияет лидерство. Чем выше лидерство, тем выше сила призванных лучников. И вторая особенность. Чем выше уровень вашего замка, тем выше уровень призванных стрелков. То есть, если ваш замок, к примеру, 30-го левела, то и луки будут соответственно низкого грейда. Если же замок 50-го левела, то и луки будут очень сильны. Рок войны. Это аура Авалона. Повышает скорость атаки находящихся в пределах его ауры союзников на определенный процент в течение 8 секунд в начале боя. Учитывая, что исход боя и решается, как правило, в течение первых 50 секунд, аура мега полезна. Как видите, у меня аура прокачана до 10. Как я этого добился? Смотрите. Как уже показывал, на Авалоне висит побрякушка «Знак доблести», улучшенная до красного значения. Красное значение улучшается исключительно для статов. Работать будет и обычная безделушка, как видно из ее описания. Прибавляет единичку к навыку, что и дает 10 при полном зачаровании данного скилла «Рок войны». Теперь давайте вооружимся калькулятором и снова посчитаем. Если помните, базовое количество лидерства у моего Авалона на момент, когда я снимаю это видео, 53. Буду обязательно поднимать лидерство выше, но пока так. Теперь снова возьмем моих ганнеров, стрелков, гномов. Атака 2 016 144 единицы чистого урона, что уже само по себе неплохо, а коэффициент скорости атаки 1,775. Теперь давайте посчитаем, что прибавит к этому Авалон. Рок войны 10 уровня прокачки дает 140% бонус к ускорению атаки дружественных войск. Как видно из описания, лидерство или командование увеличивает скорость атаки скилла. Берется всегда базовое значение. Прибавим 53 единицы базового лидерства к 140%. Считаем. 53 единицы это в пересчете 0,94075 единицы. Прибавляем к уже имеющимся 1,775. Считаем. 1,775 плюс 0,94075 равняется 2,71575 единиц ускорения атаки. То есть скорость атаки при Авалоне, стоящем рядом с этими ганнерами, возрастет почти в 2 раза. Думаю, дальше объяснять, нужно ли качать этот скилл и почему именно такой сетап у 100% китайцев не имеет смысла. А мы двигаемся дальше. Мастерство лучника. Как уже говорил, работает в паре со вторым скиллом Авалона – призвать лучников. Линейная пехота – это и есть лучники у людей. Усиливает исключительно лучников людской расы. Сюда входят и луки, вызываемые самим Авалоном. Снижает скорость падения боевого духа и продлевает повышение боевого духа. Также усиливает урон и здоровье лучников расы людей. Лидерство усиливает данный скилл Авалона. Для людей заклинание номер 1, но на другие расы скилл не распространяется. Если играете не за людей, качать соответственно не имеет никакого смысла. Двигаемся дальше.
Обжигающая аура. Также аура Авалона. Мы уже рассмотрели этот скилл выше. В отличие от предыдущего скилла, работает на всех гуманоидов в игре, не только на людей. Гномьи стрелки и инженеры, все раканы кроме черепах, лучники Сильван и все без исключения люди гуманоиды. Соответственно, для них эта аура увеличит объем здоровья на процент прокачки скилла. Плюс лидерство самого героя также усилит этот скилл. В моем случае на 46%. Чтобы увеличить этот скилл до десятки, я одел на Авалона побрякушку генеральский компас, зачарованную до красного значения. Красное значение лишь для статов, будет работать и обычное, но лучше, конечно же, зачаровывать до максимального значения красного. Как мы уже посчитали выше, усилит здоровье гуманоидных войск в моем конкретном случае в 2 раза. Что, согласитесь, впечатляет. А мы переходим к последнему скиллу Авалона. Прирожденный лидер. Смысл этого заклинания в увеличении бронзового показателя ваших войск. Плюс Авалон – это единственный из героев, кто ведет в бой не 2, а целых 3 отряда. Это заклинание или скилл нужно исключительно для прокачки ваших войск. В обычном случае достаточно прокачать его хотя бы на единичку, чтобы разместить на поле боя дополнительный отряд. Давайте рассмотрим на примерах. Снова вооружаемся калькулятором. Вот мое войско. Обратите внимание на значение бронзы, золото вверху. Эти значения при использовании скилла Авалона «Прирожденный лидер» прокачанные на единичку. Теперь давайте переключим Авалона на второй сет, где это значение прокачано до максимума, до 5. Обратите внимание, как изменились цифры. Было 4224, стало 4384. Разница в 160 единиц бронзы дает 14 золотых юнитов в сумме. Ну что ж, давайте провернем известный трюк с мессианскими скипетрами и шмотом на лидерство. Делаем. Проверяем войска. 6165 бронзы и 514 золота. Простая манипуляция с вещами и скиллами Авалона позволила увеличить бронзовый показатель войска на 1941 единицу, а золотой на 162 единицы. И здесь Гер Авалон на высоте. Построение с Авалоном. Теперь давайте немного поговорим о механике боя и построениях. Авалон – герой класса Генерал, General. Это означает, что для него доступны так называемые построения. Что это такое? Поле боя делится на 2 равные части – атакующая и защитная. Обратите внимание, как подсвечены активные области поля. Атакующая область подсвечена ярко-зеленым цветом, она впереди, а задняя защитная область – светло-зеленым. Что произойдет, если мы выставим героя, для которого возможны построения в атакующей области? Он тут же ринется в бой и будет самостоятельно атаковать врагов, что при слабом здоровье генерала, как правило, оказывается фатальным. Проще говоря, будет тут же убит. For Silverwing! Если же мы выставим героя в дальней, защитной области, то герой будет оставаться позади своего войска, но в пределах досягаемости его ауры. То есть он будет постепенно двигаться за войсками, поддерживая ауру, но не атакуя врагов самостоятельно. Атаковать генерал будет лишь в том случае, если враги подойдут на дистанцию непосредственной атаки и ему придется защищаться. Show them the will of Silverwing! We have defeated an enemy legion. Enemy troops are retreating. We have long live Silverwing! Оптимальное расположение Авалона в войсках. Давайте поговорим о сетапах. Ниже показано идеальное с точки зрения стратегии расположение Авалона среди своих войск. Конечно, в реальности выполнить подобное построение сложно, но стремиться к нему крайне желательно. И вот почему. Ауры Авалона, как и всех генералов, работают в пределах 2 клеток. Обратите внимание, Авалон в данном сетапе усиливает сразу 6 отрядов.
причем сам оставаясь в защитной области. Плюс герой, который находится рядом, впереди, также получает все бонусы ауры Авалона. В данном случае Балрог будет атаковать в начале боя с двукратным бустом ускорения. Можно сдвинуть Авалона на клетку вперед. При этом для героя, в данном случае Балрога, места уже не хватит, так как останется лишь полклетки. Зато Авалон будет усиливать уже не 6, а целых 8 отрядов. For Silverwing! My children! Show them the will of Silverwing! We took it down! Don't play with your food. My children! Help me pass on. Long live Silverwing! Но, так как он при этом выдвинется из защитной области, сразу же ринется в бой, как правило, с фатальными для себя последствиями. Но войска на короткое время получат дикий буст. Этот трюк бывает крайне полезен при прохождении ивентов, где нужно нанести максимальный дамаг за максимально короткое время. Вот наиболее часто встречающийся сетап с Авалоном и Йипом. Вместо ганнеров могут быть любые войска. В случае с Йипом и людскими лучниками будет троекратный буст ускорения здоровья и скорости атаки. Ауры Авалона и Йипа складываются, и получается просто сумасшедший буст. Вместо Йипа совершенно спокойно можно поставить любого атакующего героя. Это может быть, к примеру, Мака, Валари или другие нюкеры. В данном случае Мака будет ускорен в начале боя на 140%, плюс получит в течение всего времени, пока будет находиться рядом с Авалоном, буст силы, ускорения, крита и так далее. Вот еще один часто встречающийся сетап. Рядом с Авалоном вместо войск ставят часто критующих и мощных героев дальнего боя. Перекрещиваясь с аурами Авалона, атака и криты этих героев будут увеличены в разы. Замечу, что Майра в данном случае под усиление не попадает. Аура, как уже говорил, работает в пределах 2 клеток максимум. Просто для примера. Авалон в одиночку и 15 сундуков с дракона. Йо-хо-хо. Авалон в защитной позиции. И 3 отряда. 1 пак мехов для защиты и ганнеры для атаки. Отмечу, что скрипты в данном случае вылизаны за годы идеально. Авалон отрабатывает полностью. Двигается строго в пределах своего войска, усиливая его по максимуму и не забегая вперед. В результате 15 сундуков одним героем, который вообще ни разу не вытащил оружие из ножен. Неплохо, верно? Enemy troops are retreating! We took it down! We have defeated an enemy legion! We took it down! We took it down! We have defeated an enemy legion! We have defeated an enemy legion! Long live Silverwing! Академия. Здесь все просто, даже не буду углубляться в детали. Качайте ветку генералов по возможности на максимум. Чем быстрее вы это сделаете, тем сбалансированнее будет ваше войско и тем стабильнее будет ваш результат в сражениях и ивентах. Итоги. Резюме. Я постарался рассказать и показать обо всех тонкостях использования этого отличного, причем базового, самого главного из героев игры.
Если что пропустил, не обессудьте. Рассказ и так получился достаточно длинным. Подытоживая все вышесказанное, герой Авалон будет полезен абсолютно всем игрокам, вне зависимости от использованной расы, причем даже личам, ибо его ауры, кроме обжигающей, работают на всех. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие интересные рассказы. Не забывайте также про Дзен-канал, там также много интересного и полезного. Буду рад вас там видеть. У меня также есть YouTube канал по игре Fallout, заглядывайте. Оставайтесь на светлой стороне. Всем удачи и пока.